Вы слушаете Russian Flow, подкаст для тех, кто учит русский язык. Всем привет, с вами подкаст Russian Flow, и это уже 7-й выпуск. Сегодня я бы хотел немного поговорить о спорте, потому что эта тема меня немножко касается. И сейчас расскажу, как. Сколько я себя помню, мне всегда нравился спорт. Особенно сильно мне нравился футбол. И я часто в детстве играл в него со своими друзьями. Но из-за нехватки времени я перестал играть в футбол и стал заниматься кроссфитом. Примерно 3 года назад я решил, что хочу прогрессировать. И поэтому купил абонемент в тренажерный зал. И это решение кардинально изменило мою жизнь. Сейчас я там самый частый гость. И вот постепенно мы подбираемся к теме сегодняшнего эпизода. Так вот, обычно я хожу в тренажерный зал утром, чтобы избежать толпы, потому что в вечерние часы это место напоминает мне метро. Я думаю, что многим из вас эта ситуация может быть знакома. Но, к сожалению, бывают дни, когда мне приходится заниматься вечером, когда в тренажерном зале очень-очень много людей. И вот в такие дни мне часто в голову приходит мысль, почему вдруг так много людей стало посещать тренажерный зал, да и в целом заботиться о своем здоровье. В перерывах между подходами я машинально смотрю по сторонам и вижу попросту очень несчастных людей. У многих из них прям на лице написано, как они несчастны. Некоторые как будто считают секунды до окончания тренировки. Некоторые просто терпят. И я постоянно задаюсь вопросом. Если вам настолько плохо здесь, зачем вы сюда пришли? Какой смысл мучиться и страдать? И ответ, как мне кажется, самым простым и очевидным, многие сейчас ходят в тренажерный зал не потому, что хочется, а потому что надо. Это стало неким модным трендом. Открываешь Инстаграм или ТикТок, и все как один в спортивных костюмах, все выкладывают свои тренировки, ну или свои тарелки с куриной грудкой и брокколи. То есть создается такая картинка, такой тренд, где для того, чтобы быть успешным и привлекательным, ты просто обязан ходить в тренажерный зал. Обязан. И люди идут туда не от желания, а от страха. Страха не быть похожими на других, страха не соответствовать стандартам красоты, страха выглядеть не так, как от тебя ожидают другие люди. И в этом, как мне кажется, и скрывается корень огромной проблемы. И мое мнение на этот счет такое. Когда ты делаешь что-то из-под палки, когда ты делаешь что-то не по своей воле, это всегда насилие над собой. Ни к чему хорошему это никогда не приводит. Ты перестаешь слушать свое тело и игнорируешь его частые сигналы. Ты заставляешь его работать через силу.
И все это ради чего? Ради картинки? Ради того, чтобы какой-то незнакомый тебе человек лайкнул твою фоточку в инсте? По мне, это полнейший бред и бессмыслица. Ты тратишь кучу сил, времени, нервов, но внутри тебя остается пустота, потому что ты это делаешь не для себя, а для кого-то другого. И этот другой никогда не будет доволен тобой на 100%, потому что всегда будет кто-то стройнее, рельефнее или сильнее тебя. И эта бесконечная гонка в конечном счете тебя попросту сломает. А теперь давайте посмотрим со стороны человека, которому это нравится. С моей стороны. Я хожу в тренажерный зал регулярно по одной очень простой причине. Я обожаю заниматься спортом. Прям вот очень-очень. Это не какие-то там пустые слова. Это настоящая правда. Для меня поход в зал — это всегда предвкушение счастья и удовольствия. Давайте так. Я не иду в зал. Я туда бегу, потому что мне в кайф. Мне там нравится абсолютно все. Запах железа, вид тренажеров, звуки падающих снарядов и так далее. Мне просто нравится это чувство, когда ты поднимаешь вес, который когда-то казался тебе невозможным. Я обожаю это внутреннее ощущение победы над самим собой, над вчерашним я. И видите, здесь я говорю победы не над кем-то, а над самим собой. И это очень важно. Ну, а особенно классно я себя чувствую после тренировки. Вот эта приятная усталость в теле, свежая голова, свободная от плохих мыслей, ощущение расслабленности и внутреннего покоя. И знаете, что самое крутое? Это не какая-то там моя личная особенность. Это в буквальном смысле заложено в нас природой. Давайте попробую объяснить максимально просто. Вот смотрите, в природе есть такие вещества, гормоны радости и удовольствия. Они называются эндорфины. Когда мы даем нашему телу хорошую, правильную нагрузку, оно нам говорит большое спасибо. Но каким образом? Оно выбрасывает в кровь вот эти самые специальные вещества, эндорфины. И вот уже их действие похоже на легкое обезболивающее. Они снимают стресс, дарят чувство легкой эйфории и спокойствия. Это как наша внутренняя награда. Условно говоря, если ты хорошо потрудился, то будь добр, получи свой законный кайф. Но есть одно «но». Чтобы этот механизм работал, нужно выполнить одно маленькое, но очень важное условие. Ты должен быть вовлечен. Ты должен быть, как говорится, здесь и сейчас. Чувствовать свое тело, следить за дыханием, думать о тренировке. А если ты в зале только физически, а мыслями где-то в телефоне, в Инстаграме или в ТикТоке, то эта награда попросту проходит мимо. Ты ее уже не сможешь получить. В конце, после тренировки, у тебя останется только чувство усталости и раздражения. Потом еще и думаешь, ради чего я все это терпел? Получается вот такой вот парадокс. Природа нам помогает стать счастливее, а мы как будто этому мешаем. Вместо
я хочу быть сильнее и здоровее, мы выбираем я должен выглядеть как другие. И вот это должен мешает всему процессу. Потому что люди, которые идут в зал только из-за этого, из-за страха не быть как все, они самые несчастные. Потому что они страдают и мучаются в зале. И что логично, кстати, они чаще всего и бросают ходить в тренажерный зал. Ну или следить за питанием. Просто потому что терпеть долгое время очень трудно. Рано или поздно организм вам скажет: все, хватит, я больше не могу это терпеть. И человек бросит не только тренажерный зал, он может возненавидеть саму идею спорта. И это самый грустный итог. Окей, а как должно быть в идеале? По-моему, все должно начинаться с простого ответа на вопрос: что лично мне приносит радость и удовольствие? Вот я, например, тоже не сразу нашел свое. Сначала я пробовал бегать. Мне быстро стало скучно. Плюс бег не совсем совместим с моим здоровьем, поэтому сейчас вместо бега я катаюсь на велосипеде. Я пробовал вернуться к футболу, но, опять же, мои ноги сейчас не дают мне полноценно в него играть. Поэтому я и выбрал силовые упражнения. И моя главная цель сейчас, чтобы сегодняшняя тренировка была чутка лучше вчерашней. Чтобы через год я мог делать то, что не могу сегодня. И это мой личный путь. Я не хочу сравнивать себя с другими, только с самим собой. И это дает мне полную свободу от чужих мнений и критики. Я делаю это только для себя. Поэтому, если вы сейчас думаете начать ходить в тренажерный зал, или если вы уже занимаетесь, но без особенного удовольствия, то давайте попробуем поменять подход. Что я предлагаю? Первое. Пожалуйста, выбросьте из головы слово «должен». Вы никому ничего не должны. Ни своей жене или мужу, ни своим друзьям, ни даже самому себе. Никому и точка. Вы работаете над собой только, если вы этого хотите. Не хотите ходить в тренажерный зал и поднимать тяжести? Отлично. Займитесь чем-нибудь другим. В этом ничего плохого нет и никогда не будет. Второе. Попробуйте прислушиваться к своему телу. Не к псевдо-коучам из ТикТока, а к своему телу. Что я имею в виду? Допустим, что вы где-то услышали совет ходить в тренажерный зал 4 раза в неделю. Вы отходили первую неделю, вторую, и через месяц ваше желание подниматься утром и идти в зал полностью пропадает. Возможно, ваш организм, ваше тело перегружено, и ему просто необходимо отдохнуть. Прислушайтесь к себе. Скорее всего, вам будет достаточно всего 2-3 тренировок в неделю, а не 4. Экспериментируйте. Это, кстати, очень важно. Понимать и принимать то, чего хочет именно ваше тело. Третье. Перестаньте постоянно думать только о результате. Он обязательно придет. Нужно лишь немного подождать, а не бежать к зеркалу после каждой тренировки. В этом смысле изучение языков и построение тела очень похожие вещи. Если вы понимаете смысл этого эпизода, то вы проделали невероятную работу, чтобы оказаться здесь. То же самое и с тренировками. Не бывает такого, чтобы через месяц или 2 вы увидели в зеркале
большие изменения. Меняйте свое мышление. Старайтесь больше думать о процессе, а не о результате. И помните, большие вещи требуют больших усилий и капельку терпения. Ну и как обычно, тезисно подведем маленькие итоги тому, что я здесь наговорил. Да, людей в тренажерных залах стало больше, но довольных лиц как будто меньше. И я предлагаю вернуть спорту его первоначальный смысл. Быть источником радости, быть источником здоровья и силы, а не еще одним поводом для стресса и недовольства собой. К сожалению, в мире и так происходит много ужасных вещей, от которых мы чувствуем себя плохо. Давайте не будем добавлять к этому и так огромному списку еще и спорт. Поэтому ходите в тренажерный зал, катайтесь на велосипеде, бегайте марафоны не потому что надо, а потому что вы действительно этого хотите. Не идите на поводу у чужого мнения и делайте то, что вам в кайф. Это и есть ваша главная цель. Все остальное – приятные бонусы. Кстати, о бонусах. Далее мы разберем сложные слова и выражения, которые я использовал в этом эпизоде. Кому интересно, милости прошу. Всем остальным классных тренировок и хорошего настроения. Ну а мы переходим к бонусной части. Первое слово, которое я бы хотел сегодня разобрать, это слово «машинально». Машинально – это наречие, которое означает делать что-то не задумываясь, автоматически, потому что это привычка или рефлекс. Еще можно сказать на автопилоте. Например, вы каждый день едете одной и той же дорогой на работу. Вы приехали, но совсем не помните, как вели машину, какие повороты делали. То есть вы вели машину на автопилоте, машинально. Также в эпизоде я употребил такой фразеологизм, как идти на поводу у чужого мнения. Простыми словами, это как позволять другим решать за вас. Решать за вас делать то, что хотят они, а не вы. Это как быть марионеткой в театре. Например, ваши друзья хотят пойти в шумный клуб, а вы устали и хотите домой. Но вы так боитесь их расстроить или выглядеть скучным, поэтому соглашаетесь. Вы идете на поводу у их мнения. Следующее слово для анализа – это обезболивающее. Обезболивающее – это лекарство. Лекарство, которое помогает убрать боль, либо сделать ее менее острой. Но еще мы можем использовать это слово и в переносном смысле. Допустим, делать что-то, чтобы временно уйти от проблем или неприятных чувств, но не решить их. Это дает краткое облегчение, как та же таблетка от боли. Например, у вас проблема с начальником на работе, но вместо того, чтобы поговорить с ним или найти другую работу, вы играете в PlayStation. И игры для вас – это обезболивающее от мыслей о работе. Давайте дальше разберем фразеологизм «делать что-то из-под палки». Простыми словами, это как делать что-то только потому, что вас заставляют, а не потому, что вы этого хотите. Делать что-то по приказу, делать что-то под давлением. Например, ваш ребенок не хочет убирать свою комнату, и вы ему говорите: не уберешь в комнате, не пойдешь гулять. Таким образом, ваш ребенок убирается из-под палки. Ну и напоследок разберем слово «предвкушение». Оно значит, что вы ждете, что в будущем произойдет что-то приятное,
что-то хорошее. Допустим, что вы заказали в ресторане свое любимое блюдо. И перед тем, как его принесут, вы находитесь в предвкушении. То есть вы ожидаете того, что скоро вам будет очень хорошо от вашего любимого блюда. А на этом все. Надеюсь, что вы в предвкушении следующего эпизода. Всем пока, скоро увидимся.